Всем привет! Сегодня мы с вами проверим твою связь с ним, то есть это иллюзия или любовь настоящая, та самая. И, конечно же, приглашаю всех в закрытый чат. Там вы сможете найти своих. То есть вы сможете общаться с людьми, которым ничего от вас не нужно. Там мы делаем экспрессы, карты дня и так далее. Поэтому приходите. Ссылка на чат в первом посте на Бусти. Также вам станет доступно проживание арканов, марафоны, закрытые расклады, эзотерическая библиотека и трактовки и обзоры колод. То есть точечное обучение по колодам. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Первые две карты сигнификации, остальные парно читаем. Что сейчас между вами? Ну, между вами тут картина яснее некуда просто. Вы в токсичном замкнутом круге. Вот смотри, ты в плену иллюзий, как будто вот эта связь, она дает тебе свободу. Но на самом деле это зависимость, причем с привкусом адреналина. Вы как в клетке, где постоянно бьетесь за власть, как вот два этих петуха на ринге. Это не любовь, это игра в кто кого переиграет, кто кого перекричит. Страсти кипят, но не от нежности они кипят, а от желания доказать свою правоту. И каждый конфликт, он только усиливает привязанность. Но это не здорово, это как вот запрещенное вещество, от которого тебе плохо, но ты не можешь остановиться. Ты, может, думаешь, что это там страсть, но в реальности вы просто заперты в цикле этим ссор и этих примирений. Он тебе что-то запрещает, ты чувствуешь, что ты себя теряешь. Это вот все дьявол, он тебя держит на крючке. А пятерка жезлов – это вот эти постоянные стычки, где вместо решения проблем вы просто силы тратите. Так иллюзия или любовь настоящая – это иллюзия чистая, приправленная самообманом. Вот знаешь, туз мечей – это как будто ты вот резко прозрела и такая закричала: «Все мне понятно», но на самом деле это просто твоя попытка рационально оправдать хаос. А тройка жезлов про то, что вы как будто строите общие планы, но это не фундамент. Это вот кораблик, который вы вместе собрали, но он плывет не туда. Вы просто договорились не смотреть то, что кораблик с этими с дырками. Ты думаешь, что это настоящая любовь, потому что вы вместе что-то делаете, но это не глубокая связь. Это просто сотрудничество двух людей, которые боятся одиночества. Вас не объединяет доверие. Вас держит страх перед неизвестностью без вот этих всех отношений. Настоящая любовь, она ж не требует, чтобы ты постоянно подпитывала ее там конфликтами и надеждами на будущее. Она должна быть спокойной и надежной, а у вас этого нет. Какой совет? Ну, знаешь, собирай волю и бросай вот эту ношу. Семерка жезлов – это ты, которая вот стоит на защите этих отношений, как будто они крепость твоя. Но десятка жезлов-то – это уже реальный крик тела, что ты устала. Ты тащишь все на себе. Его эмоции, там, твои иллюзии. И вот этот груз уже не просто вот тяжелый, он убийственный уже.
Перестань быть как героиня из какого-то там фильма за то, что вот давно сгнила изнутри. Твой совет тут простой. Не трать силы на оборону, потому что ты не должна бороться, ты должна отпустить. Этот груз по десятке жезлов нужно скинуть, даже если это больно, потому что ты уже не выдерживаешь. Не жди, когда он тебя раздавит. Ты не обязана этой героиней быть в отношениях, где ты, как говорится, одна на поле боя. Иди туда, где тебе не нужно будет сражаться, а просто жить. Понимаешь? Тут все просто. Обязательно напиши мне какой-нибудь комментарий. Я люблю вас читать. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что сейчас между вами? Это сигнификация. Остальные карты парно читаем. И вот по картам ты в этом дерьме по уши уже. Но сама ты этого не видишь. Сейчас у вас такой вот вяло текущий конфликт, где ты вот заморозила свои чувства, как в анабиозе. Ты пытаешься лицо сохранять, но внутри тебя сомнения разрывают, терпеть дальше или продолжать бороться. Ты в тупике. Ты на месте стоишь, а он в это время на газ давит с пустой головой. Ты жертвуешь своими интересами, чтобы хоть как-то удержать эту связь, а он этим пользуется. Вид делает, что не видит, что ты страдаешь. Он не замечает, как ты себя теряешь, и все больше скатывается в эгоистичную позицию. Вы не оба виноваты, нет. Ты просто пытаешься спасти то, что уже умерло, а он в это время рубит с плеча своими резкими суждениями. Это у вас не борьба за отношения, это игра в одни ворота. Ты застряла в паутине собственных иллюзий, а он в это время рвется вперед и тебя не замечает. Так иллюзия или любовь настоящая? Но это не любовь. И ты сама прекрасно знаешь, что это просто удобный формат. Ты создала себе вот комфортную клетку. Финансово стабильная, внешне все идеально, а внутри пустота. Это как, знаешь, вот как витрина магазина. Смотришь, такая, там все фальшиво, яблоки не настоящие, все или нарисовано, или бутафория. И вы держитесь за материальные вот эти бонусы, вот этой связи, но никак не за чувства. Тебе кажется, что ты сама по себе сильная, независимая, но на самом деле ты просто привыкла к этой безопасности, как к тапочкам старым. Это не любовь. Это взаимовыгодная сделка, где ты платишь своим спокойствием, эмоциональными ресурсами. Он не предлагает тебе глубины. Он предлагает только новые возможности, которые больше похожи на ловушки. Настоящая любовь, она не может быть построена на удобстве. Это как вот пытаться заселить там домик картонными людьми. Примерно вот так вот. Какой совет? Ну, тут по картам жестко, но я тебе скажу, это нужно разорвать порочный круг вот этот. Ты сейчас, как сказать, как в больнице с открытой раной. Ходишь, вид делаешь, что все хорошо, но внутри ты задыхаешься от боли. Пора признать, что союз не работает. Ты должна вытащить эту занозу из сердца и перестать цепляться за прошлое. Больненько будет, я с тобой согласен. Как будто тебе зуб вырвали, но он там все еще гноится. Это не конец света. Ты должна выбросить старый хлам и начать с чистого листа.
Не пытайся рано залезать. Нужно смириться с фактом, что вот этот период, он закончен. Тебе надо встать, оттряхнуться и от бедра в светлое будущее. Назад не смотреть. Понимаешь? Как прыжок с парашютом. Страшно, но в конце ты получишь свободу и новую жизнь. Примерно вот так. Давай посмотрим третий вариант. А у троечек все кипит в котле страстей. Прям бурлит. Что сейчас между вами? Котел со страстями. Ты с ним сейчас как на раскаленной сковородке. Прыгаешь, чтобы не обжечься, но и уйти не можешь. В твоих руках весь огонь ваших отношений. И ты создаешь эту связь своими усилиями и одновременно удерживаешь ее под контролем, как вот зверя дикого на поводке. Ты вкладываешься по полной, но не как жертва, а как вот главный режиссер. А он просто принимает правила игры, которые ты сама и установила. Это не просто любовь, это твое личное испытание, где ты проверяешь свои границы, измеряешь свою власть над чувствами. И знаешь, что самое страшное? Ты боишься, что если на секундочку хотя бы расслабишься, то все это рухнет. Это не твоя слабость, это выбор твой. И ты сейчас такая себе вот вся укротительница, которая в любой момент может когти выпустить. Но сознательно держится, конечно. И это не его достижение. Нет, это целиком твоя заслуга, все вот эти отношения. Ты в этом центре бури, где все зависит от тебя одной. И это не просто там любовные отношения у вас, это прям личная школа жизни, где ты каждый день учишься хаосом управлять. Иллюзия или любовь настоящая — это не любовь. Это, знаешь, как тренировка. Ты сейчас как в соревновании, где ты вышла победителем, но приз оказался там не настоящий. Ты чувствуешь триумф, но он не за его счет, а за счет твоей собственной выдержки. И вот это колесо, оно постоянно крутится. И ты не понимаешь, кто ты в нем. То ли победительница, то ли заложница. Ты аплодисменты заслуживаешь за свои усилия, но не за саму связь. Все держится на твоем умении балансировать. И если ты перестанешь прикладывать усилия, то просто все развалится, как домик карточный. Это не любовь. Это удача, которая тебя вот подбросила, чтобы проверить, как ты выдержишь. Ты проходила эту школу, но теперь ты выросла из нее. Твоя победа в том, что ты осознала свою силу, но это не значит, что он твой человек. Это значит, что ты сама стала сильнее благодаря вот этому испытанию. И если ты останешься в этой игре, то будешь просто гонять по кругу, где все зависит от твоих усилий, а не от вот этой вот, когда вот друг друга поддерживают, не от взаимной поддержки. Любовь настоящая, она же не будет требовать, чтобы ты постоянно держала эту любовь на плаву своими там усилиями и так далее. Она сама будет стоять, как скала. Какой совет? Ну, у тебя перекресток сейчас. Ты вот можешь взять эту энергию, да, которая тебя переполняет, и направить ее на поддержание того, что само себя не кормит. Понимаешь? На построение чего-то там вечного. И ты знаешь, что такое основа настоящая. Это не просто крыша над головой, да, а твой мир, который ты сама построишь. Вот ты должна перейти от игры в это укрощение к созданию фундамента. Это не значит, что ты должна все бросить. Нет, это значит, что ты должна перестать тратить силы на то, что тебя не питает. Ты сейчас как вот вулкан,
который может лаву эту выплюнуть, извергнуть. Но не должен же вот этот вулкан все вокруг сжигать. Направь эту энергию на строительство, как говорится, фундамента ваших отношений. Твоя задача — переключить внимание с этого человека, который требует твоих вот этих усилий постоянных, на то, что вот станет твоей опорой, понимаешь? И это не будет так вот страстно, пьяняще и так далее, да, но зато это будет твое. Ты просто устанешь по кругу бегать, и тогда ты скажешь, что вот, а зачем я это все вообще терпел? Ты же заслуживаешь не только адреналин, но и покой, который ты сама себе построишь. Понимаешь? Ты сильна, и ты можешь, но только если перестанешь свои силы тратить на то, что тебе не ответит, как вот стену об горох. Ой, горох об стену. Понимаешь? Все ты понимаешь. Такой был короткий расклад. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и приходи в закрытые расклады.